Это было первое такое шокирующее открытие, которое я узнала в Литве. Почему я занималась импортом? Потому что я знала китайский язык. Я его учила в институте все 5 лет. Мне разрешили нанять команду. Я помню, что у меня было 4 аналитика единовременно, и я была безумно этому счастлива. Я руководила тогда направлением как раз, которое занималось аналитикой. Всем привет, меня зовут Наташа Васильева, и вы на моем YouTube-канале. Это подкаст «Сразу в президенты», где мы разбираем вопросы иммиграции в США и поиска работы. Сегодня я снова расскажу одну из своих личных историй, и эта история основана на вопросе, который, наверное, второй по популярности после вопроса, как мы нашли первую работу в США. И вопрос заключается в том, как я начала свою карьеру в финансах. И я хотела бы рассказать эту историю, потому что это не очевидная история. У меня не было образования в финансах, и попала в сферу я довольно случайно. Но прежде чем мы начнем, я хотела бы поблагодарить всех, кто подписался на канал с предыдущих видео, поблагодарить всех, кто смотрел их, ставил лайки, писал комментарии. Для меня это действительно очень важно. Вы мотивируете меня продолжать и делать дальше. А также это очень важно для развития нового канала. И давайте перейдем к самому видео. Чтобы рассказать, как я попала в финансы, наверное, нужна небольшая предыстория. Я переехала вместе с моим мужем в город Вильнюс, в Литву, в 2015 году. Переехали мы, потому что моему мужу предложили работу. Ну и потому что мы, в принципе, хотели переехать довольно долгое время в 2014 году. Появилась такая возможность, его компания предлагала всем сотрудникам, желающим переезжать в этот новый офис и работать там. И мой муж согласился, потому что мы действительно довольно долгое время тогда думали об эмиграции и думали, куда бы поехать. Кстати, эту историю вы можете послушать в отдельном видео. Мы снимали с моим мужем интервью, и он как раз рассказывал свою собственную историю очень подробно. Так вот, в начале 2015 года я оказалась в Вильнюсе. В тот момент я еще продолжала работать удаленно на свою предыдущую компанию, в которой я работала, пока мы были в Москве. Проработала я там около 2 лет, сразу после окончания университета, и занималась там я в основном импортом и развитием бизнеса. Почему я занималась импортом? Потому что я знала китайский язык. Я его учила в институте все 5 лет. Также я отучилась 1 год по обмену в Китае. Кстати, про китайский язык меня тоже спрашивают. Если вам интересно, пишите в комментариях, я с удовольствием сниму об этом отдельное видео и о своем годе учебы в Китае, и, в принципе, о том, как этот язык повлиял на мою жизнь, как он помог мне в карьерном плане и так далее. Так вот, в тот момент, в 2015 году, я занималась импортом из Китая, и также мы строили небольшую фабрику в России. Компания занималась производством защитных пленок на мобильные телефоны. И изначально мы закупали эти пленки и другие аксессуары из Китая. Но потом руководители решили построить свой собственный маленький заводик. И у меня была на самом деле долгое время очень интересная работа. Я постоянно ездила в командировки, особенно когда мы строили этот завод. Я помогала выбирать оборудование, мы ездили на разные заводы, смотрели, как у них устроено производство, смотрели, какими станками они пользуются, изучали эти станки, какие лучше, какие нет, потом заказывали, привозили их в Россию, потом вместе с нашим инженером мы эти станки собирали и пытались разобраться, как ими пользоваться. Я переводила мануалы, и потом мы пытались с ним вместе с помощью этих мануалов что-то собрать и запустить эти станки. В общем, классное было время, мне действительно там очень нравилось. Но в какой-то момент, в середине 2014 года, как вы знаете, произошли события, связанные с началом Первой войны в Украине. И за этим последовала очень сильная девальвация рубля. Рубль упал почти в 2 раза, а для людей, которые занимаются импортом, это очень важный показатель,
потому что любой импорт сразу становится в разы дороже. И к концу 2014 года у меня практически не осталось бюджетов на развитие бизнеса. Бюджеты в основном были просто на какие-то покупки материалов текущие. И работа стала на самом деле намного менее интересной. И это тоже послужило одним из дополнительных толчков к тому, чтобы мы хотели переехать. В начале 2015 года я все еще продолжала там работать, но работа моя уже стала очень рутинной, и, соответственно, платить мне за нее стали меньше. И я была намерена найти новую работу после переезда. Если честно, я была очень самоуверенной в тот момент, потому что после окончания института я нашла работу довольно быстро, и я поняла, что мой китайский язык был моим преимуществом. В дополнение к техническому образованию это создавало такое комбо, которого, скажем так, мало было на рынке соискателей. То есть я выделялась для конкретных компаний, которым нужно было бы, чтобы человек был технический с одной стороны и знал китайский язык с другой. Это было огромным преимуществом. И поэтому, переезжая в Литву, я, если честно, вообще не волновалась. Я была уверена, что я довольно быстро найду работу. Причем я помню, что свое первое собеседование я получила еще до того, как мы уехали из Москвы. И я думала, ну все будет отлично, я перееду, я сразу же найду работу, и как бы проблем с этим никаких не будет. Оказалось, все, к сожалению, совсем не так. Меня изредка звали на собеседование, но я довольно быстро поняла, что мой китайский язык уже не является в Литве таким преимуществом огромным, которым он был в России. Скажем так, очень мало товаров импортируется напрямую в Литву из Китая, потому что это просто крошечная страна, это очень маленький рынок. В основном, если идет какой-то импорт из Китая в Литву, он идет через другие европейские страны. Например, импортируются товары в Польшу, а потом уже из Польши они импортируются во все страны Балтии. И, к сожалению, я об этом ничего не знала в момент, когда мы переезжали в Вильнюс. Поэтому были компании, которые со мной разговаривали и были заинтересованы в моем китайском языке. Но, по сути, то, что они мне говорили, было, что это очень классно, что у меня есть китайский язык. Да, это мое преимущество, но платить дополнительно за него они мне не готовы, потому что он не 100% им нужен. То есть это хороший бонус, который, возможно, когда-то понадобится, но с большой вероятностью никогда не понадобится. И это было первое такое шокирующее открытие, которое я узнала в Литве. Второе открытие было то, что людям нужен литовский язык. Если честно, я тогда владела китайским, как я уже говорю, и владела английским. Английским я владела лучше, чем китайским. То есть, если у меня китайский был какой-то уровень, наверное, intermediate, upper intermediate. Да, наверное, я вернулась из Китая после года с уровнем upper intermediate, потом он у меня немножко подупал, потому что я не жила в среде, но я все равно продолжала на нем общаться, и я на нем работала частично. Английский у меня был, наверное, уровня upper intermediate advanced. И я как-то была уверена, что, зная английский и китайский, никакие другие языки мне не понадобятся. Я была не права. Скажем так, многие компании хотели со мной разговаривать, и разговаривали они со мной на английском языке, когда они меня звали, но все равно вопрос литовского языка вставал так или иначе. Я помню моим самым большим разочарованием, которое послужило толчком к тому, что я все-таки пошла учить литовский язык, наверное, через месяца 2-3 после того, как мы переехали в Вильнюс. Была компания Гертека, это такая большая логистическая компания, которая представлена во всех странах Балтии. И с ними я прошла все этапы собеседования, у меня были очень хорошие собеседования. Я нравилась менеджеру, они говорили в открытую, что они раздумывают о том, чтобы предложить мне работу, но в результате, по крайней мере, как мне сказали,
Решающим фактором оказался мой литовский язык, которого на тот момент не было. Хотя я им говорила, что я хочу учить язык, я готова это делать и так далее. И вопрос языка был в том, что несмотря на то, что все сотрудники офиса Гиртеки в тот момент обязаны были разговаривать на английском, и они все разговаривали на английском, все равно митинги они проводили на литовском языке в основном. На этих митингах человек на должность, которую меня раздумывали взять, должен был довольно много говорить. И я помню, что менеджер мне тогда сказал, что, увы, если, допустим, они возьмут меня, то ради меня, по сути, 20 или около того людям придется разговаривать на английском, на митингах, на которых они обычно привыкли разговаривать по-литовски. И, к сожалению, ради одного человека они не готовы пойти на это. И я помню, что это прям был сильный удар, в первую очередь по моему самолюбию, но и также вообще, потому что я не понимала, что мне делать в тот момент. Я понимала, что не так много компаний, в принципе, готовы позвать меня. Мой китайский никому не нужен. Литовский я не знаю, и мне нужно начинать его учить с нуля. И все это привело к тому, что настроение мое так значительно ухудшилось. В тот момент я пошла учить литовский, и времени свободного у меня было достаточно, потому что моя предыдущая работа, на которой я все еще продолжала работать, занимала очень мало времени. И все оставшееся время я, по сути, занималась поиском работы и изучением китайского языка. То есть я помню, что я ходила к преподавателю раз в неделю, но каждый день я учила язык где-то по 4-5 часов примерно. И сразу же его практиковала, то есть я учила какие-то слова и шла, я не знаю, там в магазин общаться с продавцами, в кафе общаться с баристой, с официантами и так далее. То есть я старалась как можно больше погружать себя в этот язык, потому что я думала в тот момент, что моя работа зависит от этого. Так прошло, наверное, еще несколько месяцев. Мои поиски работы были неуспешными. Меня практически даже не звали на интервью. И, если честно, я была практически в отчаянии. Мне было очень грустно. И что я делала? Я просто рассылала свое резюме вообще везде, где только могла. Любая профессиональная работа, которая требовала образования и хоть какой-то квалификации, я отправляла туда свое резюме, просто надеясь, что хоть кто-нибудь мне ответит. Так получилось с финансами. Я помню, что это была работа в крупном бразильском банке, он называется до сих пор BTG Pactual. Это крупнейший бразильский банк, и они искали аналитика инвестиционных рынков. Им причем обязательно нужен был человек с финансовым образованием. Я понимала, что это вообще никак не я, но я, как уже говорила, я была в отчаянии, я рассылала свое резюме вообще везде, и в том числе решила отправить туда свое резюме. Я была очень удивлена, когда они мне перезвонили. Причем перезвонили они мне довольно через продолжительное время. Мне кажется, может быть, через месяц после того, как я отправила туда резюме. То есть я уже успела забыть, что я им отправляла свое резюме. Сначала не поняла, кто мне перезванивает и так далее. Но они мне перезвонили, и мой будущий босс сказал, что он в Лондоне. И как раз через пару недель он собирался в командировку в Вильнюс, и он готов был со мной встретиться и устроить интервью. Я была очень рада, естественно, потому что интервью у меня было крайне мало и так далее, но при этом я, если честно, вообще думала, что ничего с этим не получится, где я, где финансы, у меня нет никакого образования, более того, у меня никогда не было интереса работать в финансах. В общем, пошла я туда, по сути, просто чтобы попрактиковаться, проходить собеседование. Я помню, что довольно забавно, что на этом собеседовании мой будущий босс спросил меня, почему я вообще подалась на эту вакансию, на которую я совсем не подходила. Этот вопрос немножко поставил меня в тупик, но я ответила на него честно. Я сказала, что я ищу работу. Я ищу довольно разнообразную работу, потому что я недавно переехала в Вильнюс, и я пока не знаю, как себя здесь найти.
И я задала встречный вопрос, я спросила, почему вы меня позвали тогда на интервью, если я совсем не подхожу на эту работу. На что мне было сказано, что на ту вакансию я действительно не подхожу, но, возможно, у них есть другая вакансия, которую они могут открыть под меня. Как оказалось, это подразделение банка занималась инвестицией в сталь и цветные металлы, а также уголь, в общем, в различного рода металлы и природные ресурсы. И огромная часть рынка природных ресурсов, рынка потребления – это Китай. На некоторые металлы это больше 50% мирового рынка. И поэтому они всерьез задумывались о том, чтобы нанять какого-то человека со знанием китайского языка, который мог бы читать местную прессу, китайскую прессу. На тот момент аналитики из Китая поступало очень мало, а на английском языке ее было еще меньше. То есть в основном вся аналитика, которая там была внутренняя, она была на китайском языке. И поэтому им было интересно, их заинтересовало, что с одной стороны я знаю китайский язык и могу читать китайскую прессу, а с другой стороны у меня было техническое образование. И вот это комбо дало им представление, что, возможно, теоретически меня можно научить быть финансовым аналитиком. И я помню, что один из вопросов, который мне тогда мой босс задал на интервью, был вопрос, сколько будет 1 поделить на 7. Они задавали этот вопрос всем кандидатам, чтобы понять, что человек может считать и прикидывать, вот такие примерные вычисления делать в уме. Да, я помню, что я ответила, что это примерно где-то 0.15. Более точный ответ был 0.14. Но да, этот ответ, я помню, что их устроил. И вот таким образом, мне кажется, что у меня было всего одно интервью, на котором мы оба разошлись с мыслями, что мы не уверены, что это вообще сработает, но, возможно, можно попробовать. Мне не ответили сразу. Я помню, что они не отвечали где-то, наверное, месяца 2, и я опять же уже успела о них забыть. Я думала, что все, я туда не иду. Я помню, что я проходила еще какие-то интервью в тот момент. Вариантов у меня, опять же, никаких особо не было. Но, на удивление, через 2 месяца мне перезвонили и предложили работу. И, естественно, я согласилась, потому что я не была абсолютно уверена, что я хочу работать в финансах, но дома сидеть я устала по полной программе, мне хотелось где-то работать. Кстати, тоже такой забавный факт с интервью. Структура этой организации была очень похожа на хедж-фонды, потому что в тот момент это была часть банка BTG Pactual, но вот само это инвестиционное подразделение, оно строилось по той же схеме, как и хедж-фонды. И в хедж-фондах для новичков довольно жесткие условия. Предполагается часто, что человек будет работать 14-16 часов в день на протяжении первого года или 2, пока он набирается опыта. Вот такая культура, многие люди действительно уходят, не выдерживают из-за этого. И я помню, что меня на интервью тогда спросили, насколько я готова к переработкам. И, видимо, из-за того, что я не была уверена, что я в принципе хочу там работать, я сказала, что, к сожалению, нет. Я готова перерабатывать, когда какой-то дедлайн или что-то нужно срочно доделать, я готова сидеть по вечерам, но каждый день я не готова работать больше, чем 8 часов. И я помню, что мой будущий босс, опять же, меня тогда спросил, почему. И я сказала, потому что у меня есть семья, у меня есть хобби. Я тогда увлекалась балетом. И причем я танцевала с группой, мы выступали, мы готовились к этим выступлениям. Это занимало у меня огромное количество времени по вечерам. И я помню, что да, я сказала, что, к сожалению, я не готова променять все свои хобби, свою семейную жизнь на работу. Вот, такая история. Я думала, в какой-то момент, я помню, что я думала, что, возможно, из-за этого меня не возьмут. Но меня взяли. И так началась моя карьера в финансах. Я помню, что первые несколько месяцев
Я в основном занималась переводами с китайского языка. Я помню, что мне сразу дали какой-то огромный отчет по китайскому рынку угля. Мне кажется, страниц на 50 китайского текста, который я должна была не перевести, а найти там определенного рода данные и потом свести их в некие таблицы, построить графики для моего руководства. Я помню, что да, мне давалось это очень сложно, потому что, во-первых, это технический текст, я не знала лексики, то есть очень большое количество времени на работе и дома я тратила на то, что я сидела со словарем и выписывала вот эту вот лексику. Я учила дополнительную лексику в китайском языке, чтобы понимать эти рынки металлов. Плюс мне нужно было понимать лексику с экономическими показателями, во-первых, а во-вторых, понимать, что они значат, и понимать, какие конкретно данные мне нужно искать. И я помню, что вот эти вот первые месяцы работы, это был просто постоянный какой-то страгл, как это по-русски сказать, постоянная битва с самой собой, постоянное преодоление себя. Мне было очень сложно, я помню. Хотя я еще не занималась тогда аналитикой как таковой, я была в первую очередь, мне кажется, переводчиком, но было безумно сложно. И я помню, что единственное, что помогало мне не сдаваться в тот момент, это понимание, что если я сейчас потеряю эту работу, другой у меня не будет. И это очень сильно мотивировало, скажем так, развиваться и получать новые навыки. Ну и я помню, что как раз вот работать я начала, наверное, в октябре 2015 года. Переехали в Вильнюс мы в январе, да, начала работать я в октябре, то есть там больше полугода я практически не работала. Где-то к весне 2016 года я начала хоть в чем-то, хоть как-то разбираться. Я поняла, что уже я не трачу столько времени на поиск там каждого слова, каждого экономического показателя, определение каждого металла, где он используется и так далее. Я начала хоть что-то, хоть как-то понимать. Но в то же время я чувствовала, что мне конкретно не хватает знаний финансов, потому что я что-то учила на конкретных проектах, которые мне давали. Я там каждый раз сидела, я помню, Инвестопедия просто была открытой вкладкой для меня всегда, потому что там я находила какие-то данные о том, что вообще каждый из этих показателей значит, но я чувствовала огромный гэп между собой и моими коллегами, которые все закончили финансовое образование, у них был либо бакалавр, либо магистр в финансах, и самой собой. То есть я помню, что я задавала огромное количество глупых вопросов каждый раз. Я чувствовала себя самым тупым человеком в комнате перманентно. И я понимала, что, наверное, с этим нужно что-то делать. И в тот момент к нам как раз работать пришел еще один коллега. Его звали Модестас. Спасибо тебе огромное, Модестас. Если вдруг ты будешь когда-то смотреть это видео. Он рассказал мне, что он готовился к экзамену CFA. Экзамен CFA — это как раз экзамен, который сдают финансовые аналитики, как раз инвестиционные финансовые аналитики. Это вот ровно то, чем мы занимались. И это экзамен международный, к нему готовятся 3 года. Это программа из 3 экзаменов. Каждый год люди сдают экзамен. Если ты участвуешь в программе, то ты оплачиваешь 1 год обучения, тебе даются материалы, в конце года ты сдаешь экзамен. И также 2-й год и 3-й год. И вот как раз мой коллега в тот момент сдал свой первый экзамен CFA и собирался готовиться ко 2-му экзамену. Я помню, что очень вовремя он мне рассказал об этой программе, потому что как раз экзамен был в июне, я помню, а подготовка к нему начинается с августа-октября предыдущего года. А разговаривали мы с ним летом. И я как раз загорелась этой идеей, потому что я поняла, что этот экзамен — это то, что мне нужно.
Особенно, когда он мне рассказывал, как он готовился к первому экзамену и говорил, что ему там было легко, что во многом это повторение того, что он учил в университете, я поняла, вот, я ничего не учила в университете, и если этот первый экзамен — это такое summary того, что люди проходят за 4 года, то это то, что мне нужно. И я помню, что да, где-то в сентябре, наверное, я записалась на программу и начала к ней усиленно готовиться. Если честно, я не ожидала, сколько усилий мне придется приложить для того, чтобы сдать этот экзамен. Я не была к этому готова вообще, когда я начинала, но у меня была очень большая мотивация и желание что-то выучить. И я помню, что еще мне очень повезло, что практически сразу же, как я начала готовиться, я нашла такой YouTube-канал. Его звали Марк Мелдром. Это канадский профессор, который как раз готовил к этому экзамену CFA. И у него были YouTube-видео, записанные практически по всем темам для первого экзамена. И я помню, что мне очень помогло. Я намного лучше воспринимаю материал на слух и из видео, чем читая книгу. Поэтому в основном я готовилась к экзамену именно по его видео. Но подготовка была капец тяжелая. То есть я думаю, что людям, у которых финансовое образование, естественно, легче, но я тратила минимум 20 часов в неделю на обучение в течение 9 месяцев, чтобы подготовиться к этому экзамену. Если честно, мне тогда казалось, что я в институте училась меньше, чем в тот момент. И это занимало абсолютно все мое свободное время. Я работала полный день, 40 часов в неделю. Потом я приходила и готовилась к этому экзамену 20 часов в неделю. Ну и чуть-чуть времени у меня оставалось на балет и на спорт. Все, из этого состояла вся моя жизнь. Но я помню, что я была настолько замотивирована, я настолько горела этим, потому что подготовка, точнее, к экзамену очень полезной. Я буквально учила что-то дома, на следующий день я приходила на работу и применяла. Я буквально видела, как там в течение месяца у меня была пустота в голове, а тут у меня появлялось какое-то такое базисное, структурное понимание финансов, понимание каких-то показателей, как они все между собой связаны, как связаны финансовая отчетность, разные виды финансовой отчетности, которые подают компании, как это все друг из друга перетекает и так далее. При этом я еще такой человек, я очень люблю формулы, алгоритмы. Я очень люблю, когда я понимаю структуру, когда я не заучиваю что-то, а когда я разбираюсь, я понимаю, как это работает, я понимаю, почему это так и так далее. И этот экзамен давал мне именно это. Это было безумно сложно, это был один из самых сложных периодов в моей жизни с точки зрения загруженности, но я была очень счастливым человеком в тот момент. И в июне 2017 года уже, получается, я сдала свой первый экзамен CFA. Я его сдала, я прошла, я была безумно этому рада, но возник вопрос, идти ли мне на второй уровень, и я решила, что нет. С меня было 1 года достаточно. Во-первых, у меня просто не было сил уже дальше учиться, а во-вторых, я не видела в этом такой уж сильной нужды, потому что второй экзамен, он был более глубоким, там разбирались намного детальнее конкретные темы, и я поняла, что, возможно, если базовое понимание мне обязательно нужно было по всем темам, то такое более глубокое, возможно, мне и не нужно. Если оно мне нужно, я могу его выучить на работе, на конкретном примере, на конкретном проекте. А экзамен, я подумала, что количество усилий, которые мне предстояло в это вложить, не соответствовало отдаче, которую я могла бы получить от этого экзамена. И поэтому я не пошла на второй уровень, я просто продолжила работать, и я помню, что да, в тот момент меня увлекала моя работа, особенно потому, что я уже стала таким чуть более опытным аналитиком, я уже была уверена в себе, я уже не чувствовала себя новичком или самым глупым человеком в комнате. И все это привело к тому, что я помню, что летом 2018 года
мне разрешили нанять команду. Я помню, что максимально у меня было 4 аналитика единовременно, и я была безумно этому счастлива. Я руководила тогда направлением как раз, которое занималось аналитикой цветных металлов в первую очередь, и вместе с командой мы развивали это направление. Я помню, что очень интересное было время. Я постоянно ездила в Китай в командировке. В то же время я обучала своих новых сотрудников. Все ребята были, практически все ребята были только после университета. У них у всех было финансовое образование, но не было опыта работы, поэтому я обучала их с нуля. Это то, что я очень люблю делать, учить людей чему-то. И я помню в то же время эта ответственность, которую мне дали, быть менеджером. Я была безумно благодарна за это, я была безумно горда собой, и классное было время, это точно. И так где-то я провела год, а после этого в 2019 году, и, наверное, частично об этом рассказывал мой муж, когда рассказывал свою историю, в компании начались серьезные проблемы с бюджетами. Это не то, чтобы напрямую зависело от нас, но это привело к тому, что довольно много людей уволили. Из моей команды уволили практически всех. И мне тоже нужно было как-то адаптироваться. То есть мне нужно было продолжать делать работу, которую я делала вместе с командой, практически одной. В то же время я помню, что я учила Python, потому что я думала, что с одной стороны мне всегда было интересно программировать, а с другой стороны я видела в этом некий потенциал, потому что, опять же, я помню, что я тогда ездила много на конференции и видела, что люди начинают все больше и больше разговаривать о совмещении финансов и программирования. Появлялись эти квант-хедж-фонды, которые торговали исключительно на алгоритмах, но при этом люди видели, что они не так успешны, как от этого ожидали с самого начала, и все больше было разговоров, что скоро будет совмещение фундаментальной аналитики, это то, чем мы занимались, когда ты сидишь и анализируешь очень подробно рынок или финансовую отчетность компании, разбираешься во всех деталях и становишься, по сути, экспертом в этом финансовом рынке или в этой компании. И алгоритмов, и которые помогают тебе все это рассчитывать вместо того, чтобы ручками вписывать цифры в свои Excel-таблицы, Excel-модели. Очень вовремя было то, что я учила Python. Я учила Python к тому времени где-то около полугода, и тут мне нужно было, соответственно, быстро автоматизировать всю работу, которую мы делали, чтобы вообще хоть как-то справляться самой без команды. И таким образом последние 2 года, которые мы жили в Вильнюсе с 2019 года по 2021, я в основном занималась аналитикой и программированием. То есть изначально я просто перевела в Python все алгоритмы, все формулы, которые у нас были до этого в Excel. По сути, я прописала Excel-модели на Python. И это было очень полезно, потому что, допустим, те отчеты, которые у нас были до этого раз в месяц или раз в неделю, здесь у меня сами по себе, без вообще какого-либо вмешательства, обновлялись каждый день, и данные были доступны руководству и так далее. Потом я помню, что мы делали веб-приложение. Для этого я еще выучила JavaScript. У нас был такая схема Python на бэкэнде, Django сервер, соединяющий Python и веб-приложение, и само веб-приложение было прописано на JavaScript. Частично мне помогал еще фрилансер, фронт-энд-программист, чтобы делать это приложение, чтобы оно выглядело хоть как-то удобоваримо, потому что интерфейсы
и красота интерфейса — это вообще не мое, я не умею это делать. Вот, но да, я помню, что мы сделали все-таки это приложение, оно работало, я была очень горда собой. Немножко, я помню, мы тогда изучали также модели машинного обучения, чтобы смотреть корреляции между разными показателями, искать новые показатели, которые мы не учитывали до этого и так далее. И вот этим всем я была очень увлечена до тех пор, пока я переехала в Америку. И, собственно, как я говорила, что когда я переехала в Америку, в основном я искала работу аналитика данных. И это было связано с тем, что меня настолько увлекло вот это программирование. Мне финансы как таковые, как сфера, несмотря на то, что я проработала 6,5 лет в Литве в финансах и еще проработала здесь 2 года, когда я переехала в Амазоне, мне финансы никогда не были интересны сами по себе. Но при этом мне было интересно анализировать рынки, потому что это давало мне такое представление о том, как работает мир вообще с точки зрения энергетики, с точки зрения металлов, строительства и все прочие смежные области. И плюс мне было очень интересно считать, программировать, анализировать данные и так далее. Но, как я рассказывала в прошлом видео, первая моя работа была все равно связана с финансами, потому что Amazon мне сделал предложение, от которого я не могла отказаться. И вот да, почти 2 года я проработала в корпоративных финансах в Амазоне. И если честно, наверное, где-то после того, как я поработала полгода, я всячески искала возможности перейти в другую, не финансовую сферу и все-таки заниматься аналитикой. Потому что, если честно, я поняла, что работа в корпоративных финансах была интересная с точки зрения того, что я узнавала много всего о проектах, которые делал Amazon, но на самом деле намного менее интересная и разнообразная, чем даже моя работа в хедж-фондах. Поэтому, да, проработав почти 2 года, этим летом я наконец-таки поменяла команду. Сейчас я старший продуктовый аналитик в Амазоне. Тоже могу рассказать об этом в отдельном видео. Но на сегодня, наверное, я на этом закончу. Я, как обычно, наговорила очень много. Я не умею рассказывать кратко. Об этом знают все мои друзья и знакомые. Но я очень надеюсь, что вам было интересно, и я очень надеюсь, что вы почерпнули что-то из моей истории. Как мне кажется, моя история в финансах — это история адаптивности. Это история о том, как быть открытой к разным возможностям, даже если, возможно, кажется, что это не самое лучшее, что хотелось бы. Возможно, кажется, что это далеко вообще от каких-то профессиональных устремлений, но в то же время это дает шанс, это дает некий навык, который может пригодиться в будущем. Так что, да, я, наверное, могу сказать всем, кто ищет работу и не может ее найти: будьте адаптивными, будьте открытыми. Не бойтесь того, что, возможно, первая работа не будет на все 100% соответствовать вашим ожиданиям. Пробуйте, давайте шанс тому, что вам предлагают. И, возможно, вам это понравится, а возможно и нет. Возможно, вам это не понравится, зато вы будете точно знать, и, возможно, вы приобретете какие-то навыки, которые вам пригодятся в будущем. Или, возможно, вы возьмете эту работу сейчас, и у вас появится возможность перейти куда-то, поменять работу. Примерно вот по такой схеме я приходила в Amazon. Я знала, что компания позволяет людям менять свою должность. Поэтому я желаю успехов всем, кто сейчас ищет работу. Я буду рада ответить на любые вопросы в комментариях. Опять же, если будут какие-то интересные вопросы, предполагающие долгий ответ, я с удовольствием сниму об этом отдельное видео. Я буду рада услышать ваши собственные истории и ваш опыт в комментариях также. Не забывайте подписываться и ставить лайки.
так как это очень помогает продвижению нового канала. Я была рада вас всех видеть сегодня. Спасибо большое за внимание. Всем пока!